Всем привет-привет! Сегодня я хочу снять дополнительное видео к тому видео, в котором я показывала, как вышивать крестом. У меня поступило много запросов о том, чтобы я показала медленно, как закреплять нить. Не всем было достаточно понятно. Я хочу еще раз снять видео и показать медленно, как в начале вышивки закрепить нить, как закреплять нить в конце вышивки. Закрепляется нить двумя способами. Если у вас есть возможность, вы берете длинную нить, складываете ее вдвое и вот протягиваете в ушко. Таким образом у вас появляется на конце петелька. Этот вид называется закрепление нити петлей. Вот сейчас я вам покажу, как закрепить, не переворачивая. Вот, например, у меня есть такие пяльца, они находятся вот на такой раме. Я их ставлю для того, чтобы не переворачивать раму. Я покажу, что необходимо сделать. Мы берем свою иглу. Вот крест я вышиваю с верхнего угла правого в нижний левый. Но здесь не имеет значения, куда именно вы вколите первый прокол. То есть, если я делаю крест с верхнего правого в нижний левый, значит, в какой-то из углов мы пропускаем иглу. Если мы в нижний левый, значит, игла у нас должна выйти в правом верхнем. Я буду показывать очень-очень медленно. Таким образом у нас образовывается петля. Вот она. Продеваем иглу в петлю. И для того, чтобы этой петли не было видно, мы обратно в нижний левый продеваем иголку. И эта петля прячется. Я думаю, что все понятно. Сейчас я вам покажу еще раз. Показываю еще раз. Мы выводим иглу в верхнем право. Это если мы не переворачиваем. И заводим иглу в нижний левый. Что у нас происходит на изнанке? На изнанке у нас также образовывается петля. Мы заводим иглу в петлю. Все. Таким образом, у нас сразу петля сформировалась на изнанке. Это если вышиваете на пяльцах и вам нет никакой проблемы перевернуть пяльца. На станке это будет неудобно. И дальше все просто делаем, как обычно, крест. Сейчас я вам покажу, как сделать закрепку нити, когда у вас петлю невозможно сделать. Вот еще распространенный метод. Это когда, естественно, вы продолжаете вышивать, вы уже обрезали нить, и у вас петлю невозможно сделать. Значит, что происходит? Нам необходимо кончик придержать пальцем на изнанке. Мы выводим иглу в верхнем правом углу. Дальше мы заводим. То есть я вам сейчас покажу, как на изнанке. Вот здесь остается кончик на изнанке. Пальчиком, небольшой кончик вот такой, нужно придержать. Вводим иголку в нижний левый угол. Дальше
правый верхний, вот уже даже одним крестом у вас нить закреплена. Вот. Даже если вы сделали один крест. Если вы их сделаете несколько, нить будет закреплена полностью 3-4 крестами, что мы сейчас и сделаем. Я сразу буду закрывать кресты. Как я говорила, не обязательно сразу закрывать кресты. Возможно пойти влево, вправо, вверх, вниз полукрестами, а потом закрывать кресты. И теперь я вам покажу, как закончить вышивку и как закрепить в конце вышивки нить. Мы пройдем ряд. Я вам уже говорила, чтобы кресты были ровные, можно использовать метод рельсы. Я уже узнала, как он называется. Заводить иглу между нитями. Вот у вас закончился этот цвет, и вам необходимо закончить вышивку этого цвета. Мы продеваем в ту сторону, откуда шли кресты, потому что если мы закрепим в эту сторону противоположную, нить немножко потянется, будет не очень красивый крест, а в эту сторону будет все в порядке. В сторону крестов заводим иглу под ниточки, под полукресты и кресты. Вот так это выглядит. Достаточно полсантиметра, этого достаточно, чтобы закрепить нить. Все. И мы можем обрезать ниточку. Все. Вот аккуратно наша нить закреплена с изнанки. Никаких хвостиков. Я не люблю на лицевой стороне закреплять, так как мне не нравится внешний вид работы. Меня раздражают хвосты, когда на лицевой стороне вот здесь везде торчат хвостики. Меня это раздражает. Мне не нравится вышивать и смотреть на такой вид своей работы. И получается, что достаточно большой расход ниток при таком виде закрепки. Мне проще закрепить эту нить сразу и больше к этому вопросу не возвращаться. Я еще раз покажу, потому что поступают мне постоянно запросы, что очень-очень быстро я показываю и не успевают посмотреть и понять, как же закрепляется нить. Еще раз напоминаю, закрепляю сейчас я нить обычным способом, не методом петли, когда у вас просто нить обрезанная в 2 сложения. Вот хвостик. Мы его придерживаем пальчиком и прошиваем, вышиваем ряд крестов. И таким методом закрепляется нить с изнанки. Аккуратненько она прячется под полукресты.
и закрываем. Вот мы закончили ряд, и нужно закрепить нить. Вот если мы будем закреплять в правую сторону, да, с изнанки, то нить потянется вот в правую сторону, будет некрасивый крест, немножко потянется, деформируется. Поэтому нам нужно в левую сторону с изнанки закреплять ниточку. Вот так же мы заводим под полукресты и под все ниточки. Все. И можем обрезать. Все. Закрепили. Сейчас еще раз я покажу, как я закрепляю нить методом петли, не переворачивая свою работу, если я вышиваю на станке. Этим же методом можно пользоваться и когда вы вышиваете на пяльцах, если вы не хотите туда-сюда переворачивать пяльцем. Еще раз показываю. Берется нить длинная. Я всегда люблю вышивать метровыми, 90 сантиметров. Складываю пополам нить. Продеваю ее в иглу, в результате чего у меня образовывается вот такая вот петля. И начинаем вышивать в нижний угол левый и вывожу в правый верхний. Буду очень медленно показывать. Вот у нас петля. Завожу иглу в петлю. Вот у нас образовалась петля. Если мы не хотим переворачивать станок, значит нам нужно спрятать эту петлю. Иглу вывожу в нижний угол левый. Немножечко потяну. Все. Петля спрятана на изнанке. И можно точно так же дальше продолжать вышивать. Все, ваша закрепка петлей сделана. Все готово. Я думаю, что в этот раз я объяснила подробно, как закреплять нить и в начале работы, и в конце. Если будут еще какие-то вопросы, что-то непонятно, пожалуйста, обращайтесь. Я попробую, возможно, даже переснять свое видео, если очень много будет запросов и что-то совершенно непонятно. Или сниму новое по тому, как начать вышивать, с чего начать. Возможно, вот такое видео еще могу снять вам. Вот все. Мы закрепили с изнанки. Все готово. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, мое видео вам пригодится. До скорых встреч. Пока-пока.